Стоит ли тебе надеяться? На что же? Давай посмотрим вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы человек, который, возможно, начал, не так давно, да, больше зарабатывать, как-то раскручиваться. Возможно, вы уже начали свое дело, либо же планируете начать, но почему-то очень переживаете. Вот те, кто хотят начать личное дело, это скорее связано с вашим расставанием с женщиной. Возможно, вы уже, даже те, кто давно расстались, вы вот после этого начали свое личное дело, после разрыва. Потому что у вас даже, возможно, эта женщина забрала, то ли большую часть каких-то денег, финансы, материальное что-то. То есть она отгребла по полной. Либо же еще вы отдаете ей сами, да, на детей, там, на содержание там какое-то, да. То есть с этой женщиной, пока вы были, вы не зарабатывали тех денег, которые сейчас. А вот именно после расставания вы, возможно, даже решили начать жизнь с чистого листа, поменять профессию, может быть, кто-то даже начать свое дело. Вот именно после ухода. Причем у вас довольно неплохо получается. И будет получаться дальше, доходы будут расти, можете даже не сомневаться, хотя, конечно, нужно держать ухо востро, потому что конкуренты тоже не дремлют. Вы человек, который очень ранимый, переживательный. Несмотря на то, что вы мужчина, да, понятно, что вы сильный, выносливый. И мальчиков так с детства воспитывают, что и мальчики не плачут, мальчики огорчаются. Но, тем не менее, уж слишком сильно вы переживаете по поводу и без повода. Да, у вас есть люди, которые могут вас поддержать в тяжелую минуту. И это и по работе есть у вас такие, может быть, коллеги, сотрудники, с которыми вы довольно неплохо общаетесь, может быть, даже такие дружеско-приятельские отношения. С родственниками тоже у кого-то может даже проиграться, но такие очень близкие, очень теплые отношения с кем-то из родственников. У кого-то это брат, сестра, может быть, родители. Опять же, у всех это будет по-разному. Кстати, давайте как раз сделаем по этому поводу маленький опрос. Напишите, пожалуйста, с кем из вашего окружения у вас самые близкие, самые теплые отношения. Может быть, это друг, может быть, это кто-то из членов семьи ваших, да? Вот напишите, может быть, это коллега-друг. Вот с кем вы можете реально открыть свою душу. Вот вы можете поделиться и радостью, и горестью. Вот пишите обязательно. Если таких нет людей сам в себе, тогда пишите, что таких нет. Вы человек, который умеет и веселиться, который умеет быть и гостеприимным. Кто-то, возможно, даже периодически дружит с рюмочкой чая. Но сказать, что вы сильно увлекаетесь, точно не могу. Это скорее такие, знаете, дружеские посиделки. Может быть, это по праздникам, там какие-то дни рождения, да. Может быть, это просто мальчишники. Такая теплая компания. Может быть, даже у кого-то проиграется пара-тройка друзей-приятелей, с которыми вы можете там в баньку, в сауну сходить, еще куда-то, да, вот посидеть. То есть вы не тусовщик, вы такой, скорее, может быть, даже домосед. Вы стремитесь всегда к стабильности по жизни. Это касается и женщины, это касается и работы. И многие из вас даже работают, может быть, долго-долго на одной работе. Напишите, кстати, ребят, сколько вот лет вы работаете на одном месте, в одной организации. Вы человек, который, возможно, даже физически работает. У кого-то это проиграется, именно на работе физически, да, может быть, вы строитель, там, грузчик, еще кто-то. Либо же еще может проиграться, что у вас есть частный дом, может быть, дача, на которой вы все свои оставшиеся силы после работы тратите. То есть сказать, что у вас есть много времени для отдыха, я не могу. Частный дом у кого, это всегда работа, это бесконечная работа, вы знаете, наверное, лучше меня.
Вы человек, который всегда постоит за себя. Очень доброжелательный, но когда нужно постоять за себя, ну, здесь вы можете показать весь свой характер во всей красе. Всех своих демонов можете выпустить наружу. Вы человек очень верный, вы человек, который, если любит одну женщину, то любит одну. Вы, если дружите с человеком, то здесь нет в вашем таком вот отношении, да, к вашим друзьям никакого подвоха, никакого двуличия, никакой выгоды. Если вы дружите, то вы дружите искренне, потому что человек вам симпатичен, потому что у вас может быть одинаковые цели, вам интересно, да, вот вы не дружите по выгоде, потому что он там какой-то, я не знаю, президент, либо же друг президента. А вот именно от души, потому что вам хорошо с этими людьми. Может быть, даже кто-то из вас имеет друзей очень много лет, да, друзья детства, там, со школы, с института, либо же еще как. Вы сейчас вот либо же имеете женщину, которая, возможно, может быть, станет вашей, ну, как бы второй половинкой, да, это может быть новое знакомство, либо же у тех, ну я просто поясняю, поскольку это общий расклад, либо же у тех, у кого сейчас нет абсолютно женщины, да, потому что, опять же, меня смотрят разные мужчины с разными статусами. В любом случае вы ставите целью для себя найти такую женщину. Я не говорю бегать с очком где-то там по улицам и ловить женщину, нет. Но внутренне, вот в мечтах, в душе, в мыслях, как угодно, вы хотели бы встретить женщину, на которой можно либо жениться, либо с которой жить можно, да, у каждого по-своему. Хотя жениться вы, в общем-то, не стремитесь. Вам достаточно просто, может быть, гражданского брака, да, но штамп для вас это не приоритет. В женщинах вы цените хозяйственность, вы цените женщин серьезных, ну, в прямом смысле слова серьезных, потому что какие-то такие моложавые финтифлюшки, да, которые сегодня с одним, завтра с другим пойдут, они точно вас не привлекают. Вы видите женщин, вы видите даже по поведению, по общению, ну, может быть, даже интуитивно вы видите, кто чем дышит. Поэтому у вас серьезный такой подход. Ну и давайте-ка посмотрим, на что же вам стоит надеяться или нет. Я буду разные ситуации описывать, а вы берите, переворачивайте под себя, кому что подходит. Итак, на что же надеяться? Вау! Ну, мальчишки, ну я могу вас просто поздравить. Те из вас, которые сейчас холостяки, которые, может быть, уже немножко отчаялись, сюда я могу еще отнести даже тех из вас, у кого могут быть небольшие финансовые проблемы. Вы можете переживать, сомневаться, думать, что вот у вас маловато денег, может быть, у вас маленькая зарплата, ну, либо же недостаточная. Поэтому можете сомневаться, вот стоит, не стоит заводить отношения. Но я вам скажу, стоит, и у вас будет новая любовь, и причем она уже не за горами, и, возможно, даже официальный брак. Вы человек, который, в общем-то, ради любви сделает все из ничего. И как только в вашем поле зрения покажется женщина, которая, ну, скажем так, порадует ваш глаз, да, которая заставит сердечко биться чаще, вы начнете деньги зарабатывать, вы найдете и работу, вы все сделаете. Единственное, почему вы сейчас можете, ну, топтаться на месте, да, это, наверное, отсутствие мотивации. Потому что, ну, для кого, да? Для самого себя, ну, как-то неинтересно. Далее. Те из вас, которые хотят, может быть, какие-то юридические дела заключать, да, сюда можно и просто юридические моменты, вот именно документальные такие отнести, может быть, вы какие-то сделки заключаете по работе, там, может быть, по личной жизни, там еще какие-то, я не знаю, брачный договор, все что угодно, много сейчас разных моментов, может быть, вы судитесь с кем-то там за алименты, может быть, дележка имущества, там, наследство и так далее.
Стоит ли надеяться, что все выйдет по справедливости и все будет по-честному? Стоит, 100%. Все решится вот именно по закону. Поэтому думать, что вы проиграете суд, либо же там потеряете какое-то имущество, нет. Стоит судиться, стоит решать эти юридические вопросы, и все будет на высоте. Так, что еще? Ну, по финансам, да, ребят, у кого сейчас, смотрите, у кого сейчас финансовые проблемы, стоит ли надеяться на улучшение ситуации? Стоит, но я не скажу, что легко и просто вы будете хватать прям звезды с неба и зарабатывать миллионы. Придется побороться, придется сжать всю волю в кулак. И я вижу, у кого-то из вас проиграется, ну, действительно, здесь либо же увольнение, либо сокращение, что, ну, остались на бабах. Здесь действительно у кого-то может быть очень мало денег, вот на данном этапе, да. Поэтому, ребят, без ваших активных действий сидеть, просто страдать, переживать, да, вот себя жалеть, ничего не получится. А если же вы активно начнете действовать, причем где-то даже, может быть, какую-то хитринку включите, да, подключите свою смекалку, какую-то, может быть, незначительную такую манипуляцию, да, но я не призываю к каким-то плохим действиям, ни в коем случае, нет. Вот именно ваша смекалка, ваша такая бурная фантазия, она у вас есть, и вы найдете и работу, вы найдете выход, где можно еще подзаработать, может быть, временная даже работа. Стоит ли надеяться на улучшение финансов? Стоит, но еще раз повторюсь, с поправкой, без ваших активных действий будете топтаться на месте. Поэтому, ребят, как только вы поймете, что все в ваших руках, и ваша фантазия тоже здесь немаловажна, да, потому что вы знаете, кому, может быть, позвонить, какие, где вакансии посмотреть, может быть, на каких-то, сейчас очень много сайтов, да, вот по вакансиям, может быть, там еще посмотреть. То есть нужно продумать, может быть, такой план разработать, что и как сделать. Далее, мои ребята, которые связаны с армией, с формой, которые сейчас там, где горячо, стоит ли надеяться, что ситуация у вас улучшится? 100%, ребят, солнышко даже выпало. Поэтому, мои мальчишки, как вам сейчас тяжело, я это вижу, я это понимаю, вы мне звоните, я это все знаю. Но смотрите, могут быть тупиковые ситуации там, где вы сейчас, либо же можете еще себя накрутить, да, может быть, она не совсем тупиковая, но будет тяжело, будете в таких каких-то, знаете, передрягах, из которых вы какой-то период будете думать, что ну, невозможно выйти, да, вот какой-то тупик, вот накручиваете себя, да, вот как-то так жизнь складывается, вот именно там, где вы находитесь, я не буду это рассказывать, ничего, но вот тупиковые моменты, да, вот направо пойдешь, налево пойдешь, вы не знаете, вот что, как, да, у каждого своя ситуация. Выйдите, решите, все сделайте, вас высшие силы выведут из тупика. Не переживайте, стоит ли надеяться, что улучшится ваша ситуация там, где вы сейчас? 100% улучшится. Куда-то будете перемещаться, будет какая-то, ну, то ли помощь, какие-то, может быть, распоряжения, да, у каждого по-своему. Но по солнышку это будет, конечно же, удача и позитив. Поэтому не накручивайте себя и помните, что как бы тяжело не было, все разрешится самым лучшим образом. Поэтому надежда всегда должна быть на лучшее. Еще давайте посмотрим, на что стоит надеяться или нет. Смотрите, ну вот те из вас, которые, возможно, пребывают сейчас, ну, совсем в таком депрессивном настроении, вы можете мало общаться, вы можете грузить сами себя вот проблемами, поскольку вы человек, который переживает, ну, по поводу и без повода, может быть, да, порой переживаете даже из-за мелочей.
Будут такие моменты, когда будет казаться, что все, я устал, и там проблема, и там какие-то заботы, да, но не бывает людей без забот, без хлопот, без каких-то временных проблем, они бывают у всех, к сожалению. Но поскольку вы такой вот ранимый, да, вы можете переживать, из-за этого, смотрите, ребят, можете, ну, реально надорвать свое здоровье. Поэтому вот не советую. Стоит ли надеяться, что вы выберетесь из своих сложных ситуаций? Выберетесь. Но только если вы дальше будете продолжать себя грузить такими мыслями негативными, не искать выход, а просто грузить себя мыслями, то, конечно же, ситуация будет продолжаться вот такая, как сейчас. Но стоит надеяться на лучший исход. Конечно же, стоит надеяться. Ну и давайте-ка еще напоследочек посмотрим, стоит ли надеяться на бурные отношения. Стоит. У кого-то из вас будет такой, знаете, романтик, причем, возможно, здесь будет не одна женщина. Не одна, потому что вот будет нравиться две. Вот именно не для семьи, а вот для романтика. Женщина, которая появится очень неожиданно. Это я сейчас обращаюсь к тем, кто, ну, может быть, хотят, да, вступить в романтические отношения. Не для семьи. Появится очень такая классная ситуация, причем это будет какое-то очень серьезное место. Не будем привязываться, но человечек очень сильно зацепит, вернее, даже две женщины зацепят вас. Они будут разные, они будут вас привлекать, я думаю, может быть даже две, а то и три. Поэтому, любители романтики, вот вы сможете абсолютно покутить, поиграть, поразвлекаться. Стоит надеяться и на любовные романы. Поэтому, мои хорошие, берите кому что подходит, переворачивайте под себя разные ситуации. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!